Привет, Саша Демин, канал Шореально. Ставь лайк заранее, потому что сегодня тебя ждет эксклюзивчик. Одесские катакомбы, конечно, самые знаменитые в нашей стране. Но если ты интересуешься темой подземелий в Украине, то наверняка знаешь, что самые загадочные находятся в Николаеве. Про них ходит столько легенд и слухов, что парижским катакомбам и не снилось. Я решил во всем разобраться и отправился в город Корабелов. Смотри в этом видео: подземный город турков, масонские залы и пещера, в которой растут кости. Что из этого правда, ты узнаешь, если досмотришь этот ролик до конца. Ну и, конечно, сегодня будет очередная порция моих страданий в темных подземельях. Если вы приедете в Николаев и спросите у жителей о катакомбах, то практически все подтвердят, что под городом находится разветвленная сеть подземелий. Свои слова они подтверждают тем, что время от времени в городе проседают дома, как будто под ними находятся пустоты. Споры о происхождении катакомб не утихают. Одни уверены в том, что по аналогии с одесскими это стихийные каменоломни, в которых местные добывали камень при строительстве города. Вторая версия гласит, что их сделали в рамках военной подготовки к русско-турецкой войне. Третья версия, что это подземный город, построенный турками. Ну и самая скучная версия, что это водопровод 19 века. Скорее всего, я упомянул не все. По-любому найдется еще пара-тройка теорий о том, откуда же они взялись. Как по мне, самое мистическое в них то, что несмотря на множество легенд, как будто что-то или кто-то пытается скрыть эти подземелья от человеческих глаз. Еще советские исследования николаевских катакомб под руководством инженера Алексеева были взяты под контроль спецслужбами и проходили под грифом «секретно». Все малейшие упоминания о них стирались, а появляющиеся ходы были засыпаны. Чтобы прояснить ситуацию, я решил поговорить с представителем местной тусовки николаевских диггеров, который обещал показать катакомбы. Правда, встретился я с ним в 40 километрах от Николаева, на окраине села Терноватое. В этом месте когда-то были каменоломни. Я решил для начала исследовать их, а потом расспросить о загадочных ходах под его родным городом. Ох, какой тут вид открывается. Да, вид тут шикарный. Да, ребят, это Южный Буг, между прочим. Красота какая. Выработку камня в этих местах вели около 40 лет, так что, как вы понимаете, размер подземных ходов тут не маленький. И отправляемся. Ну да, здесь правда очень большой вход. Я вижу, до сих пор сохранились старые деревянные балки, которые поддерживали вход, но они уже ничего не поддерживают. Видно, что потолок немного обвалился. В одесских катакомбах я давал себе обещание, что все, я не полезу в подземелье, потому что, когда я заблудился тогда, я такого страху там натерпелся. Но, как видите, я не сдержал свои обещания. Здесь такие крючочки. Потолка вот тоже своеобразные. Это штыри где-то длиной по 2 метра, которые вот засверливались и забивались туда вот для того, чтобы держать. То есть вот основа это 2 метра металлический штырь, который вбивается в породу. А для чего это? Что вешали на них? Держать потолок. Это вот просто уже есть крепление потолка. А, это уже есть крепление потолка. Все, я понял. То есть вот в тех местах, где они есть, можно не так переживать. Ну, все равно оно достаточно падает, но тут, по крайней мере, вот оно его будет держать. Оно загнано туда метра на 2, на 2,5 свободно. В этих безжизненных подземельях, естественно, ничего не растет, кроме плесени, но еще и природных минералов. Ну же, вот это вот кальцит, пещерный жемчуг. Вот он. Мелкий, конечно, но практически то же самое, вот, что эмаль у человека на зубе. Кальцит входит в состав большинства средств для отбеливания эмали зубов. Более того, это один из самых распространенных биоматериалов. Он входит в состав костей человека. Так что фактически в этих подземельях растут кости. Ну это большой камешек. Да, совсем не маленький. Я думаю, когда он упал наверху, кого-то тряхнуло хорошо. Так, потолок становится ниже. Тут периодически я вижу расколы. Становится клаустрофобненько.
Еще тут можно наткнуться на животных, так же, как и в одесских катакомбах и различных пещерах. В каменоломнях Николаевщины легко повстречать летучих мышей. Нам они не попались, в отличие от их помета. А еще мы находили части тела птиц и норы, которые говорят о том, что тут еще водятся лисы. Участок, с которого мы начали, самый молодой. Его разрабатывали в 80-е. Это заметно по срезам пилы на стенах. В этих местах они были идеально ровные. Но позже мы вошли в участок, который разрабатывать начали еще в середине 40-х. В этот период ручные пилы и механические старых образцов давали более грубые срезы на стенах. Вот у нас одна шахта стыкуется с другой. То есть мы прошли старую советскую часть, вот, и вышли в более ранний период, где-то 50-е годы, начало 50-х годов. Резалась камнерезной машиной рогозинкой, камнерезная машина Рогозинского. Вот, совершенно другая форма нарезки стен, естественно, другой. Еще одно подтверждение возраста каменоломен – это водочные и пивные бутылки из 50-х, которые можно тут найти на каждом углу. Да, вот эта бутылка какого-то напитка 50-х годов. Может быть, из-под водки. Честно сказать, я плохо ориентируюсь в напитках 50-х годов. Может быть, какая-то минералка. Алеша рассказывал, что им попадались и более редкие артефакты из того периода времени. Нашли сгущенку времен войны, ленд-лизовскую, когда американцы поставляли в период войны, вот Советский Союз, вот по ленд-лизу. Именно вот на донышке написано, ну типа сгущенка, там милк, там тыры-пыры. И второй полукруг ленд-лиз. Прикольно. Вообще бутылок из-под бухлишка тут очень много. Оно и понятно. Труд у шахтеров был непростой. Сначала я думал, что тут работали исключительно суровые мужики, но оказалось нет. В шахте работали женщины. Серьезно? То есть именно женщины серьезно, работали? Вполне серьезно. Женя, Галя, друзья. Нельзя. Нельзя. Так, а здесь тоже Галя вижу, Лида, Женя. Честно, я офигел. В одесских катакомбах тоже были автографы шахтеров, но женских имен среди них не было. Скажу так, я уверен, что не справился бы с работой в таких местах. Нужно обладать немалой физической силой и выносливостью, чтобы пилить камень и грузить тяжелый шлакоблок в вагонетке. Ого! Вот мне интересно, как женщины тут работали? Тут нужно обладать недюжиной силой рук, чтобы такие шлакоблоки грузить на вагонетке. Ой, ой, ой. Да, вот он, советский феминизм в прямом проявлении. Так, а здесь еще один уровень, да? Да, это нижняя шахта, вот откуда мы пришли. Сколько вообще уровней здесь? Ну, грубо говоря, 1,5. Полноценного второго яруса здесь нет, здесь как бы, ну, полуторный. Благодаря охотникам за металлоломом сейчас приходится только догадываться, как выглядели каменоломни в то время. Но записи на стенах помогают со многим разобраться. Прежде всего я выяснил, что тут были рельсы, по которым на вагонетках вывозили кирпичи. Так, а вагонетка, она была, ну то есть, кто тянул вагонетку? Здесь, скорее всего, вагонетки просто выталкивались. То есть они подавали сигнал, толкали Да, вагонетку, и она катилась сама. Просто подавался сигнал. Скорее всего, возможно, был такой звонок, вот как в школе. Ага. Дзынь. И там, допустим, 1-2 вагонетки вот отправлялись, потому что здесь уклон идет именно на выход на берег реки. Вообще надписей тут очень много, причем большинство это не просто каракули шахтеров, а как раз таки пометки, обозначения и советы от руководства шахты. Оно и понятно, плакаты бы тут быстро сгнили из-за повышенной влажности, а надписи краской, как видите, сохранились до сих пор. Краска. Я не знаю вообще, как толковать эту надпись. Это, конечно, было бы спросить у тех, кто работал в то время вообще, как это, что это означало. Но больше всего мне понравилась надпись, предупреждающая шахтеров не страдать херней на рабочем месте и не кататься на вагонетках.
Да, ну я понимаю, что, видимо, был прецедент, и не один, судя по этой надписи. Да, шахтеры поднимали себе настроение как могли. Представьте, работать целый день под землей в темноте. Конечно, свет тут был, но явно не такой мощный, как наши фонари. Вообще в шахте было электричество. Об этом говорят ниши в камне, где располагались электрощитки, а провода тянулись с поверхности. Это вот у меня обычно такое лицо, когда я выхожу из катакомб. Но освещение появилось тут не сразу. Освещения не было, потому что вот эти провода уже потом шли. Ага. Вот, освещения не было. Работали при коптилках. То ли масляные лампы, то ли керосиновые. Вот. И судя по потолку, то есть вот, по стенам, резко камня производилось вручную, ручными пилами. Потому что на потолке вот остались следы вот от буртовочного лома. Кажется, что николаевские катакомбы моложе, а значит безопаснее, чем одесские. Но на самом деле нет. И это видно по завалам, на которые мы часто натыкались. Вообще местами передвигаться было очень сложно. Но смущает меня лишь один факт, почему я туда не полезу. Потому что вот этот огромный валун, вот он по сути держится, опираясь на край верхнего валуна, который тоже выглядит достаточно шатким. Да, потихонечку оно все сыпется. И вот это как бы, ну, нехороший такой кусок. Рано или поздно он обвалится весь. Тем более, вот я смотрю, он потихоньку сыпется, камни падают, что вот это вот свеженькое. То есть рано или поздно вот это вот все обвалится. Когда это обвалится, наверху сядет хороший такой кусок земли. У кого-то, может, даже если там перед этим входом у кого-то дача, вот, но это, скорее всего, не дача, это, скорее всего, склон, вот, то вниз уйдет хороший кусок склона. Да, здесь будет И вход, даже, скорее всего. Даже, я скажу, может потянуть вот за собой чью-то часть огорода. В районе завалов часто можно найти выход на поверхность. В основном это вертикальные дыры, грунт на стенах которых постоянно осыпается. Каждый раз, спускаясь в подземелье, я говорю себе, что это последний раз. И каждый раз я иду сюда снова. Это болезнь. Да, это, конечно... Где лечат от болезни мании подземелий? Это неизлечимо. Пройдя основные пути этой шахты, мы организовали привал. И я решил наконец-то поговорить с Лешей и спросил его, существуют ли подземелья непосредственно под Николаевым. Скажем так, по поводу николаевских катакомб, отчасти можно сказать, что правда, отчасти можно сказать, что вымысел. Если мы будем брать старый город и то, что, можно сказать, к катакомбам можно отнести практически все подземные сооружения, то подвалы под старыми кубическими домами тоже можно отнести к катакомбам. Поэтому отчасти это будет правда. Скажем так, первый уровень это идут подвалы, ледники. Вот. Второй уровень это старый самотечный водопровод первой четверти 19 века. То есть водопровод все-таки был, но насколько он большой? Доступный участок где-то порядка 500 метров, начинается от улицы Артиллерийской и до музея судостроения флота по улице Адмиральской. Сейчас туда можно попасть? Нет, доступа туда сейчас, к сожалению, нет. Он был замурован в 90-е, он расчищен. Вот. Но доступ туда из дома офицеров флота через вертикальный 12-15-метровый колодец. Вот. И, естественно, там, скажем так, недостаток воздуха, ну и плюс сооружение, можно сказать, аварийное. А что насчет версии о военных подземельях генерал-губернатора Татлебина? Да, были сооружения у нас, которые относятся к периоду, это период Крымской войны. Вот, это так называемые контрминные галереи. Они присутствуют, в принципе, в старом центре города. Это просто тупички, которые никуда не ведут. Это даже не подвал, это гораздо ниже уровня подвала, выше уровня подвала. Это буквально вот метр-два от поверхности. Вот. И они небольшие по протяженности. Это так называемые контрминные галереи, которые были предназначены для того, чтобы под улицей заложить пороховой заряд. И в случае захвата города эти заряды просто взорвать. Странный способ обороны подорвать к херам улицу. Ну да ладно, думаю, вы поняли, что считать эти полуподвалы полноценными подземельями глупо, так что эту версию можно сразу откинуть. А что же с турецким подземным городом? Эта версия кажется самой безумной, но она невероятно популярна. В записях говорится о некой коренной жительнице Николаева Жинне Джановне, которая рассказывала, как, будучи еще девочкой, в 40-е годы 20 века вместе с
друзьями нашла ход на склоне реки. Попав внутрь, дети обнаружили не просто ходы, а целые залы и галереи. Некоторые были с арочными входами, на которых были странные надписи на неизвестном языке. Там они нашли турецкие монеты и ящики, набитые старым оружием. А один из входов вел на остров посреди реки. Эту историю форсируют не только сайты конспирологов, но и авторитетные николаевские издания. Даже на местном телевидении о ней делали целый фильм. Я не мог не узнать мнение диггеров о ней. Нет, это вообще как бы неправда. Вот это самая такая вот легендарная николаевская басня про николаевские катакомбы о подземном ходе под рекой. Это все просто вымысел. Это уже как бы за столько лет вот обросло слухами. Вот. Такого не существовало. Не было возможности в те времена построить, скажем так, во-первых, подземный ход под рекой. Во-вторых, остров, который описывается, это остров, который находится между селами Малая Корениха и Радсад. Вот. Это так называемый остров Батарея. Остров сам по себе искусственный, насыпан и сформирован в период Крымской войны Тутлебиным. Вот. По острову сохранилась практически вся документация. То есть планы, чертежи. Вот. Никаких подземных сооружений на острове просто нет. И их не могло просто существовать. Но что если Леша жидомасоно-турецкий подданный и скрывает от нас, простых смертных, те самые легендарные подземелья? Я решил перепроверить и узнать про николаевские катакомбы у местных историков, поехав в краеведческий музей города Корабелов. Но там рассказали практически все то же самое, что мне и говорил Леша. Ни о каких турецких городах там ничего не знают, монет и оружия им никогда не приносили, ну и рассказали, почему множатся истории о катакомбах, особенно при ремонте дорог и водопроводов, когда часто заявляют о подозрительных подземных ходах. Например, у такого купца Цукермана, у него были, это как пример, это обычное дело, у него были магазины на одной стороне Соборной и на другой стороне Соборной. Где хранится товар, особенно скоро портящийся, холодильников нет, роют глубокие подвалы, так называемые ледники. Куда и так как у них это сон соединяет их проходом под улицей. Опять, подземные ходы. Не мог я не поинтересоваться и о докладе инженера Алексеева, который и дал ход большинству разговоров о катакомбах. Во-первых, там все недоисследовано у инженера Алексеева, да? Это раз. Во-вторых, он тоже стоял перед вопросом, ничего было не ясно. То есть он не давал конкретного ответа. Отметил тоже какие-то. Он, я так понимаю, что вообще плохо знал историю Николаева. О самотечном водопроводе он вообще нифига не знал. В общем, оказалось, что большая часть информации, связанная с исследованиями Алексеева, обычная мистификация, которую выдумали уже в наше время. Последней надеждой для меня была информация о входе в катакомбы рядом с яхт-клубом на Сухом фонтане. Но это оказалась обычная карстовая пещера, которую, кстати, в этом году расчистили и поставили там дверь. Из нее хотят сделать достопримечательность, хотя показывать там особо нечего. Она не глубокая, и никакого входа в подземелье там нет. Увы, но слухи о николаевских катакомбах оказались всего лишь слухами. Все более-менее авторитетные краеведы и диггеры говорят, что это выдумка. Все, что скрывается под городом, это старинные винные погреба, которые можно легко посетить. Например, в одном из них находится детский магазин «Чух-Чух», а еще очень красивый подвал занял ресторан-пивоварня «Генрих Шульц». Также к николаевским подземельям можно отнести подвалы-ледники старых дореволюционных домов, карстовые пещеры, ну и, конечно, Спасский самотечный водопровод, который в данный момент закрыт, но его существование подтверждают исторические документы. Ближайшие подземелья находятся от города Корабелах аж в 40 километрах, так что если любите лазить в темноте и грязюке, отправляйтесь туда. Естественно, не в одиночку. Заказывайте экскурсию у местных диггеров, и они вам все покажут. Ну а если у вас есть факты, подтверждающие существование николаевских катакомб, пишите о них в комментариях под этим видео. Вдруг вы знаете какой-то секретный вход, я с удовольствием еще раз приеду в ваш город, и мы вместе отправимся его исследовать. Ну а на сегодня все. Встретимся через неделю. Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайк. Пока!